Том-том, всем чау-чау. И снова стрим мой с камней. Он такой, опять же, необычный. Я тестирую микрофон и камеру, которая переворачивает мне туда-сюда вот эту вот всю историю. Сейчас попробую, если это хорошо работает, то, это будет мне удобно. Вот мой workspace. Мне не нужно тогда будет вертеть странным образом всю эту камеру. Ну, я тут сижу радостно, проектирую. И вот в прошлом стриме я делал вот эту вот историю иконостаса. Сейчас попробую ее немножко доработать. Тут у нас конкретно дует ветер. И также я пытаюсь понять, справляется ли микрофон мой с этим радостно. Хватает ли у него на это ресурса. Вот, что я хочу подумать. Меня, в принципе, устраивает вот такая постановка. Тут примерно так пойдет тема с иконой. Я ее зафиксирую. Я отправлю вниз. Окей. Где-то так я отрубаю вот этот профиль. И, наверное, снова делаю колонну. Вот это моя история с колонной. Сразу же накидываю идею резьбы. Вот это очень хорошо, потому что так минут 15-20 потратив на скетчинг, намного проще разобраться в этой большой истории, чем моделировать. То есть, по сути, у меня рабочий процесс как происходит, как он сформировался. Нет, тут лучше не делать резьбу. Тут такое же чистое пространство будет. Как это быстро и удобно у меня, например, получается. Я делаю скетчинг. На нем концептуально получаю понимание всей большой истории. Потом иду в моделирование. Раньше я делал как? То есть я раньше просто сразу же делал моделирование в скетчапе и радовался тому, что это происходит достаточно быстро. Но потом той скорости довольно высокой стало тоже не хватать. Нужно было еще быстрее. И хорошо бы немножко поумнее, чем раньше получалось. И в итоге получается как-то так. То есть выйдешь на таком open space, посидишь, приобретешь какую-то идею или понимание и идешь дальше, вносишь эту идею уже в модель на компе. Под размеры, под всю эту точную историю. А вот здесь, свободная форма, свободное моделирование ситуации. Вот я тут думаю, может быть, я могу сделать еще один профиль, но я пока не уверен в этом. Это нужно еще подумать. Я его для начала просто сюда нанесу. Пусть он будет. Если что, я просто потом от него радостно отказываюсь. Не очень прикольно сработала моя кофта, смотрите. У меня микрофон прямо вот тут. И мне интересно, какой звук получится в итоге. Мне очень нравится, что можно перемещать камеру с фронтальной на... с одной на другую, короче. Как-то у меня сразу больше ощущения диалога с аудиторией, кто смотрит мои видосы. Немножко тени образования. Сейчас уведу это все в тенюшки.
Блин, завтра окончание поста. Ура, можно кушать мясо. Так, здесь эта колонна немного расходится. Я не знаю еще, насколько я буду разводить вот эту вот идею капиталия. Но поглядим. Это дьяконская дверь, поэтому она должна быть узкая, довольно узкая. Но хорошо бы мне вот эти вот... Я немножко вылез за пропорции. Немножко вылез. Ну ладно, это я учту в модели. Здесь я пока не буду обращать внимания. Принесу тени образования. Так, довольно грубыми, такими штрихами, не заморачиваясь, пройдусь. Вот. И он постепенно начинает так вылезать из листа. Я рисую вот эти фрагменты, элементы и... То есть от фрагментарных штук, таких небольших штук, я иду в большое видение этой истории. А потом возвращаюсь к маленьким моментам. А потом снова большое видение этой истории. Это работает очень хорошо. Вот сюда, я думал, может быть, можно принести резьбу. И что прикольно, вот я приношу туда резьбу, например, в компьютерной модели, и у меня мой бедный ноут начинает отчаянно виснуть. А тем более потом, когда иду в историю рендеринга, это очень сильно усложняет всю эту историю. А здесь я с резьбой управляюсь очень просто. Я даже не проектирую ее, по сути. Делаю корявки, и этого достаточно, чтобы было понимание, что здесь, ну, вот такие вот фрагменты резные. Так как я думаю сейчас про всю большую историю, ну, что мне думать про резьбу? Я потом ее принесу, когда у меня будет все сформировано. Вот здесь у меня сейчас самое проблемное место. Вот с ними я не знаю, что делать. Вот оно. Не понимаю. Просто не понимаю. А, может быть, оно мне поможет? Вот, точно. Блин, идея. Вот такая ширина. Вот она. Я ее переношу сюда. Вот она. Интересно. Может быть, это слишком. Но в скетче мне обычно не лень пробовать. То, чему, ну, там, вся прям натура сопротивляется в модели. Потому что в модели нужно, ну, вот много действий делать в 3D-моделировании, чтобы бамс и попробовать вот такую вот структуру еще. А здесь я понимаю все вот эти вот моменты буквально сразу же. Сколько минут и не прошло. А у меня этот образ концептуально готов. То есть для моего понимания ситуации он уже пригоден. Но, может быть, это не хороший вариант. Ну, хотя здесь, если я... Не знаю. Может быть, нет. Слишком декоративно получается. Я, наверное, обойдусь без вот этой истории. Вот про это я еще думаю. Как мне его привести сюда? Может быть, мне нужно сделать более интенсивным замковый камень. Так, я хотел вот этот фрагмент тоже заполнить резьбой.
Окей. И также быстро пройдусь по вот этому фрагменту, но здесь начинается икона. Она начинается ровно там же, где начинается вот это. А фрагменты вокруг тоже, соответственно, заполнены резьбой. И, может быть, это резьба на просвет. Ну, такая барельефная, но прорезанная насквозь. Немножко отчеркну окончание. Фрагменты для иконы. И вот здесь непростая у меня история произойдет. Вот она формируется по пропорциям, по всему. Я думаю, насколько я там что поднимаю. И думаю на лету. Думает, ну, практически рука во многом. Ну и голова, конечно, думает. Голова типа следит за этим всем процессом. Ей интересно. То есть в руке, ну, какие-то там знания, опытность, те, которые забиты на автомате. И иногда можно руку отпускать и с любопытством смотреть, что она нарисует интересного. Вот такого не происходит никогда в истории с компьютерным моделированием. Ты не можешь отпустить руку, рисовать и наслаждаться этим моментом. А вот здесь можно, да. Вообще в рисовании, ну, в скетчинге огромное количество удовольствия. Это удовольствие, оно приходит в вашу проектную деятельность. Ну, не кайф ли жешь, когда ты не устаешь, а наоборот, от процесса заряжаешься. И сразу симпатичный результат получаешь. И вот он, материальный. Круто же. Так, окей. Окей. И вот сюда интенсивные тени, потому что полочка будет такая прям выступающая. И вот здесь. Так, у меня заканчивается уже линер. Виндзор Ньютоновский. Они классные, я прям выедаю их до самого финала. Ветер ревет прямо в проводах. Я думаю, это отражается ли на звуке в микрофоне или нет. Короче, мне сейчас прям очень интересно. Если не отражается, то круто. Я и дальше, значит, спокойненько могу это все снимать, не обращая внимания на погоду. Разбил на сегменты дверь. Вот она. Так легко набирается резьба. Ну, тут, соответственно, тоже будет резьба, потому что, ну, вниз, туда, к ногам нельзя же вешать икону. Это странно. Набираю вот таким образом. Быстро, просто хорошо, классно. Блин, меня прям сдувает с моих камней. Эй. В общем, вот. Он такой получился. Сейчас я покажу его во фрагментах. И на самом деле мне нравится. Я еще не понял вот про эту часть. Нужно еще подумать, сделать какой-то ресерч.
Но остальное плюс-минус мне стало понятно. И это очень сильно облегчает мне работу. Я сижу и радуюсь в итоге. Блин, круто же. И в целом выглядит хорошо. И вот эта вот первичная идея. Ну, на самом деле покажу, как я шел в эту историю. Первое, что было, это вот такая большая гранда история. Это цитата. Не цитата, а реплика. Ну, интерпретирование под наши размеры. Иконостаса Вырица. Потом было вот такое вот упрощение ситуации. И вот такое. Потом была вот эта вот история. И она постепенно переходит вот в такую историю. Ну, немножко двигаюсь от одной такой сложной штуки к другой сложной штуке. В общем, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня... Ой-ой-ой. Тут ветра много. Меня зовут Кичигин Эдуард. И моя тема такие ландшафтные архитектурные зарисовки, скетчинг. И смотрите внизу в описании к видео. Там много и бесплатных уроков. И скоро будет такой большой полноценный курс по скетчингу от меня. Если вы хотите научиться такие штуки делать, ну, как у меня, то welcome. Всем чао-чао. Пока.